Всем привет! В этом видео я постарался собрать лучшие бесплатные мобильные хорроры с возможностью мультиплеера. Забегу вперед и скажу, что некоторые из известных проектов намеренно не добавлены в список. Они безусловно крутые, но о них вы и так знаете. А если нет, то ссылки будут присутствовать в описании. По традиции попрошу авансом поддержать это видео. И кстати, до 1000 подписчиков осталось совсем немного, давайте поднажмем. Вам не сложно, а безумно важно для развития канала. Не затягиваю, берите чаек, печеньки, а я начинаю. Это интересный хоррор-проект от независимого разработчика. По сюжету главный герой просыпается в неизвестном месте, и последнее, что он помнит, это похищение. По геймплею нужно исследовать мрачную темную область в лице секретного здания, больницы, лаборатории и просто жутких комнат. Искать и использовать различные предметы, а также решать головоломки в поисках выхода. И параллельно стараться не создавать лишнего шума, ведь монстры всегда начеку. Для большего погружения в атмосферу разработчик рекомендует играть в наушниках. А что касается оценки проекта, то на сегодня общий балл составляет 3,9 из 5 возможных. Игра, которая вышла в декабре далекого 2012 года, позже была издана на Android с рядом изменений. Это прежде всего хоррор-онлайн проект, появившийся в связи комбинации Слендера и детского шоу Телепузики. По геймплею нужно собирать чаши и при этом не попасться на глаза старому и злому Тинки Винки. В игре реализована всего одна карта, но с разными временными периодами, такими как день, сумерки и ночь. В целом проект на любителя, а что касается оценок, то на сегодня более 5000 отзывов и оценка в твердые 3,9 балла. Это неплохой survival horror с интерфейсом на русском языке. Игроку предлагается примерить роль выжившего, либо преследователя, где задача выживших, действуя совместно, спастись и не угодить в клетку, а преследователя, соответственно, не дать первым покинуть карту. Отдельно отмечу, что как первые, так и вторые имеют уникальные умения и специализации. Игра действительно получилась неплохой, за исключением одного. Если вы думаете поиграть с другом, то пригласить его не получится. В лучшем случае остается скипать и надеяться, что вас забросят в одну игру. Прежде всего, это атмосферный проект с пиксельной графикой. В игре реализовано два режима, однопользовательский и онлайн. По геймплею нужно изучать локацию и находить коллекционные предметы. Но не все так просто, ведь самый неожиданный и неподходящий для игроков момент может появиться монстр. И дополнительно отмечу, что роль преследователя доступна в мультиплеере. Проект получился по-своему неплохим и получил оценку в твердые 4,3 балла в Play Market. И еще одна хоррор-игра из списка, где можно поиграть за выжившего либо преследователя. Выбирать сторону придется на территории заброшенного лагеря отдыха. Из особенностей подчеркну неплохую графику, неплохо проработанные звуковые эффекты, классический режим в стиле 4 против 1, возможность открывать новых героев и прокачивать их. И честно, в игре есть баги по типу двойного удара или маньяк бьет слишком далеко, но в целом играется неплохо. Что же касается оценок, то проект получил свыше 7000 отзывов и вполне заслуженно получил свои 4,4 балла. Это многопользовательский зомби-шутер с элементами хоррора и видом от первого лица. По сюжету Нью-Йорк стал эпицентром опаснейшей мировой эпидемии зомби. И главный герой именно тот, кто должен положить всему конец. Отмечу более 150 сюжетных заданий, сражения с реальными врагами на 5 разных картах и большое количество оружия. Но прежде чем поиграть с другом и уничтожить сотню-другую зомби, придется немного продвинуться по сюжету и достигнуть 5-го ранга. В общем и целом, игра получилась неплохой, и поиграть вечер-другой с другом вполне. Проект имеет около 50 000 отзывов и средняя оценка составляет 4,4 балла. По сюжету проекта главный герой со своими друзьями разбивает лагерь в страшном и давно заброшенном кемпинге, решив исследовать городскую легенду о местных привидениях. И все шло хорошо, пока один из друзей не исчез бесследно. А при попытке связаться со службой спасения выясняется, что нет сигнала.
И для того, чтобы спастись, нужно добраться до сигнальной вышки, попутно исследуя локацию и активируя выключатели питания в лесу. Дополнительно отмечу, что в игре есть голосовой чат, и все было бы здорово, но русскоговорящие встречаются крайне редко. Разработчик отмечает кроссплатформенность игры. И действительно, версия на ПК работает без проблем, но законнектиться на один сервер с Android-устройством лично у меня не получилось. У игры не так много отзывов, но в то же время общая оценка составляет 4 уверенных балла. Это интересная и захватывающая игра в прятки, которая проходит в зловещем здании. Игроку предлагается примерить роль выжившего, либо преследователя. В первом случае необходимо собрать 3 скрытых части, спасти друзей и, конечно, покинуть здание. Во втором же нужно поймать всех выживших и не допустить их побега из клеток. Помимо стандартного командного режима присутствует дополнительный режим заражения и сюжетная PvE составляющая. Также отмечу, что реализовано 6 разных классов и возможность настройки кастомизации героя. На сегодня у проекта более 5000 отзывов, а общая оценка составляет 4,3 балла. Это игра с видом от третьего лица, вдохновленная многим известными играми, но со своим неповторимым обесцвеченным стилем. По сюжету мир проклят и обречен созданиями из другой реальности, мира кошмаров, и теперь группа охотников до 4 человек вынуждена противостоять устрашающему монстру. Отмечу, что все персонажи управляются живыми игроками. Охотники должны уничтожать тотемы, дающие монстру силу, а монстр должен уничтожить охотников, чтобы привести кошмар на землю. У каждого героя свои способности и свой неповторимый стиль. Что же касается оценок, то проект получил более 1000 отзывов и имеет общую оценку в 3,7 балла из 5 возможных. Сказать честно, еще хотел добавить такую игру, как Slender Прятки. Но почитав отзывы, многие жалуются, что на сегодня онлайн в ней не настоящий. Множество рекламы и игра испытывает много проблем, поэтому она не была добавлена в список. И еще Темный преследователь с платным онлайном. Я заплатил, проверил, потратил время, но онлайн-игра так и не заработала, поэтому не рекомендую. Надеюсь, что видео оказалось полезным, и если действительно так, то не забывай поддержать его. А с вами было СВ. Играйте с друзьями в отличные игры, а мы еще увидимся.